И сейчас я вам расскажу еще несколько секретов о том, как определить, что вы девушке не нравитесь уже в процессе свидания. Самое первое — это если девушке вдруг кто-то резко звонит. Я когда училась в универе и ходила на свидание с парнями, у нас с подружками была такая тема. Да, например, я знала, что мне нужно идти на первое свидание с парнем, и я говорила своим подружкам: в общем, если этот чувак мне не понравится, то я вам скину смс-ку, вы мне позвоните и позовете меня срочно ехать по каким-то неотложным делам с вами, чтобы я могла спокойно свалить. Опять же, говорю про воспитание, потому что это как-то неудобно говорить человеку, что слушай, ты мне не понравился. Ну и, как правило, парни это понимают, по крайней мере, русские парни не понимают, что если вам срочно нужно куда-то уехать с первого свидания, это значит, что с этой девушкой вам не удастся построить никаких отношений. Еще один секретик — это когда девушка на первом свидании закрывается от вас. Если вы чувствуете такую, знаете, как стену между вами, это также можно увидеть по телодвижениям, когда девушка сидит, естественно, в такой закрытой позе. Да, если она кто-то так отстраняется от вас, то есть отсаживается подальше. Также если она ногой как бы отворачивается от вас, то есть если вы сидите рядом, да, и она как бы коленом в вашу сторону смотрит, но ее стопа, она развернута в другую сторону, то это означает, что ей не очень нравится говорить с вами в данный момент. Если девушка также не смеется над вашими шутками, означает, что вы не очень-то и нравитесь, либо у вас шутки дебильные, скорее всего и то, и другое. Если после свидания девушка не хочет, чтобы вы ее провожали до дома, это также говорит о том, что вы ей не понравились. Также если девушка не поднимает или увиливает от темы отношений, от темы того, какие отношения она хочет, это тоже очень плохой знак. И самое главное, что если девушка не пишет вам в течение 2 недель после первого свидания, значит, что вы ей не понравились. Также хочется отметить некоторые различия в культурных особенностях русских девушек и американок. Насколько я знаю, в Америке парни боятся иногда написать девушке, потому что это может быть воспринято как такая, знаете, назойливость. В России, наоборот, девушкам нравится, если вы пишете ей. Поэтому, если вы иностранец и вы сходили на свидание с русской девушкой, напишите ей первым. Напишите, что вам все понравилось, что там ты такая классная, тра-ля да поля. И если она вам отвечает, то все чики-пуки, у вас суперские отношения скоро будут, у вас будет классная русская девушка. А если она вам не отвечает, молчит там несколько дней и потом только отвечает. И, как говорится, thank you next. И сейчас я поговорю именно о тех девушках, которые позорят всех русских девушек за границей. Это девушки-манипуляторы. Боже мой, как же они меня бесят. Из-за вот таких, как они, нормальным девушкам приходится сидеть без любви, приходится выслушивать обвинения, зачастую пустые обвинения со стороны иностранцев. Но я вам сразу скажу, что эти девушки, они не смотрят, иностранец ты, не иностранец, там русский ты, я не знаю, американец, китаец, немец, им все равно. Это девушки-приживалки, которые просто ищут себе sugar daddy, ищут себе папика. Да, папик — это sugar daddy по-русски. Сейчас я вам расскажу самые главные отличительные особенности вот этих вот приживалок. Самое первое — это то, как они скрывают свой телефон, либо свои переписки. То есть, если вы с такой девушкой находитесь на свидании где-нибудь, в кафе, там, в ресторане, в кино, она постоянно прячет свой телефон. Она постоянно его как-то переворачивает, постоянно убирает его в сумку. Если она уходит в туалет в ресторане, она всегда берет телефон с собой. Если ей нужно зайти в какую-то там программу при вас, она отворачивает телефон, там печатает свой код, чтобы вы, не дай бог, его не узнали. Это сразу тревожный звоночек о том, что эта девушка что-то скрывает. И, возможно, на данный момент она переписывается там с 10 другими мужиками, которые также ее обеспечивают, либо водят ее в рестораны.
И вот сами думайте, нужна вам такая девушка или нет. Потому что ответ очевиден. Нет. Еще одна отличительная черта таких девушек. Они скипают, то есть они забывают все то, что вам очень важно. Какие-то даты, какие-то моменты, знаете, вот не опаздывать на свидание. Предположим, вы занятой человек, у вас там возникло 2 часа в перерыве между работой, вы попросили ее не опаздывать, но она специально опоздает. Она будет абсолютно непунктуальна всегда. Ей будет плевать на то, что вы там ее попросили, что вы что-то там хотели сделать, что у вас были какие-то планы на день. Ей будет плевать, потому что она всегда будет ставить себя. Вот такая вот я, такая вот, да, пися королева, как говорится. А ты вообще никто, и звать тебя никак. Ты должен меня ждать столько, сколько мне надо. Вот это тоже показатель плохой девушки, вам такая девушка не нужна. Дальше еще одна очень смешная вещь. Это очень странно, но многие парни почему-то попадаются на такое. Когда их девушка имеет много каких-то братьев, каких-то друзей, каких-то знакомых. Парни, которые ее окружают, это вот, да, все только платонические отношения, 100%. Ну, конечно, но он шлет мне поцелуйчики, потому что он мой троюродный брат моей двоюродной сестры. Понимаете? Он не родной. Чего ты ревнуешь? Что за бред? Подумай вообще. Да, эти девушки также плевать хотели на ваши чувства. Если вы говорите, что там «я вот тебя люблю», пишете ей какой-то там умопомрачительный стих собственного сочинения, то она либо вообще не оценит это, ничего не напишет вам в ответ, либо напишет холодное «ок». Но так как такие девушки очень боятся потерять хотя бы одного своего папика, если вы отрешаетесь от нее, и да, вам надоело такое отношение, вы хотите нормальной любви, и вот эти вот ее сообщения раз в неделю, какие-то вечные намеки на то, что ей как бы плевать на вас, и ее поведение скрытное, вот это вот, оно вас уже достало изрядно, вы пишете все, короче, иди ты нафиг, иди ты лесом, не хочу с тобой встречаться, забудь меня вообще, удали меня, все. И в эту же секунду такая девушка становится просто идеалом. И после того, как вы ей все это напишете, считайте до 3, потому что через 3 секунды она начнет вам писать просто миллион сообщений о том, как она вас любит. На самом деле, просто у нее не было времени. Просто вот нагрузили работой. Ой, так все было прям вот, ой, так и плохо было вообще последнее время, да вот все достали вообще, там и босс, и там родители, и все это навалилось, ой, прости, милый, там. Вы пишете, что вы хотите расстаться, и она в ту же секунду становится идеальной, бросайте ее, бегите, это вообще не ваш вариант. Это та девушка, которая высосет из вас все силы, все деньги, и да, в лучшем случае вы останетесь без штанов, в худшем вы еще разочаруетесь вообще во всех девушках и будете ненавидеть весь женский род. А последнее, опять же, у меня здесь написано, это такая девушка вечно тусит где-то с друзьями. Да, и самое главное, да, такая девушка, плохая девушка, плохая. Вам с такой не надо встречаться, ребят, не надо. Она находит время для всего, для друзей, для учебы, для работы, для отдыха. У нее нет времени на вас. Она никогда не найдет время для вас. Потому что у нее нет этого вот желания встретиться с вами, потому что вы ей нравитесь, потому что она вас любит. Такие люди, они в принципе не способны испытывать какие-либо чувства. И как я сейчас понимаю, очень многие люди, они реально ни разу в своей жизни не испытывали любовь. Вот. Напишите мне в комментариях, испытывали ли вы хотя бы раз в своей жизни эти вот любовные чувства к кому-то. Не просто, что вам кто-то нравился там, или вы кого-то хотели именно там, в сексуальном плане, а конкретно, что вы любили кого-то. Вот вы чувствовали вот эту вот любовь. Чтобы вам хорошая девушка открылась, да, вам нужно
по крайней мере, на первом свидании не подозревать ее во всех смертных грехах тех женщин, с которыми вы раньше встречались. Поэтому возьмите себе за правило, если вы идете на первое свидание с русской девушкой, пожалуйста, уберите все вот эти дурацкие стереотипы о том, что она хочет только бабла, она хочет там гражданства, и она хочет только ваших денег. Я уже говорила про бабло. Ну, короче, это вот самые главные стереотипы, идиотские, о том, что русская девушка, она циничная, просто и меркантильная мразь. Если вы идете с такими мыслями на свидание, то вы никогда не найдете себе любовь. А ведь это самое главное — найти любовь. Не просто найти себе девушку там ради того, чтобы она у вас была, а найти реально спутника жизни. Человека, который вас не предаст. Правильно же? Человека, который откроет вам свою душу, с которым вы сможете посидеть вечером на террасе с бокалом вина и обсуждать какие-то, я не знаю, последние новости. Будьте доброжелательно настроены к девушке на первом свидании. Самая главная ваша задача — это не попасться на людей, которые смотрят на все с каменным сердцем и которые не хотят открыться, которые не хотят любви. Пух! На сегодня это будет все, дорогие мои друзья. Да, у меня такой баул, я тут вам понаписала. Спасибо за то, что были со мной все это время. Я, наверное, это видео разделю на 2 части, скорее всего. Я надеюсь, что вам интересно было меня послушать сегодня, что какие-то, возможно, вы интересные слова и фразы выучили из этого видео. Мне очень нравится тема отношений, и мне очень нравится развеивать мифы о русских девушках. Наверное, на этой теме я задержусь ненадолго на своем канале, может быть, и надолго, кто его знает. Сегодня мне было очень приятно с вами посидеть, поделиться своими мыслями. А еще у меня была классная причина надеть удобный теплый худи. Я безумно люблю толстовки, у меня их огромное количество. Нравится, что когда ты их надеваешь, ты чувствуешь себя в компании приятных друзей. Будто бы мы с вами сейчас вот так вот сели все вместе на какой-нибудь террасе, и да, вы слышите, там дождик капает за окном. Вот мы с вами сидим вместе, болтаем о жизни. Я безумно ценю такие моменты с вами. Спасибо вам большое за то, что вы разделили эти 15 минут, ну или 30 минут со мной сегодня. Я вас всех целую. Желаю вам найти свою любовь. Okay, thank you all guys for watching this video. Subscribe to my channel if you want to know more about Russian girls. And I see you next time. Bye bye.